Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 декабря. Давайте узнаем события в ближайшее время, чего ждать от второй декады последнего месяца уходящего года и что о вас и для вас нам расскажут карты. И я же хочу сказать, добавить, что не лишним будет приготовиться к контрастной информации в этот период, где нам придется перепроверять эту самую информацию или какой-то новостной поток, то, что нам говорят, то, что мы слышим. И я допускаю, что где-то в районе 12 декабря то, что мы с вами услышим, может показаться, ну все, как будто пауза какая-то или какой-то, всеобщий стоп, остановка, да, или задержка конкретного дела, вопроса, которым вы занимаетесь. И в точности наоборот, мы можем что-то получить, информацию, ближе к 21 декабря или где-то в районе этой даты. Те процессы, которые были уже запущены ранее, они продолжают развиваться, но несколько сами по себе. Поэтому где-то в районе 21 декабря мы услышим, в конце концов, какую-то как итоговую весть. Хотя для кого-то это может быть просто связано как с документом, да? Вам в районе где-то 10-12 могут сказать: «Нет, это невозможно». Или там, как решение вашего вопроса уперлось в какую-то стену. Поверьте, ближе уже где-то 20 числа, 21 это, ну, по крайней мере, я основываюсь не на картах, а на планетарных транзитах. И поэтому там уже может быть совершенно другая информация. И также будьте готовы к тому, что люди будут менять свое мнение. Или если вам говорят «да», это не значит «да». Человек может думать «возможно» или «я подумаю», да, а вам именно транслировать с точкой «да». Или и наоборот, если вам даже говорят, что «может быть», скорее всего, и человек где-то думает, что он уже готов сказать «нет». Но вот есть такие особенности этого периода. Вы сами точно так же можете изменить свое мнение, потому что вот где-то это полярность информационная, когда у нас на некоторые вещи открываются глаза. Итак, первая колода 78 дверей. Открытые двери или закрытые? Давайте с вами узнаем. Потоковая информация без вопроса. Что у вас и для вас нам хотят сказать карты? Что вам важно знать, нужно услышать? Продолжим на колоде Таро. И с учетом как раз вот этой обстановки транзитов мы зададим вопрос, что желает войти в вашу жизнь, но вы пока не видите. Что для вас пока словно скрыто, за кадром находится, но тем не менее тайное становится явным. И на пороге каких событий вы стоите с 10 по 20 декабря? Что прояснится с 10 по 20 декабря? Достанем 3 карты по основным сферам жизни. И первое – это у нас личная жизнь, любовь и взаимоотношения в целом. Может быть и социум. Сфера финансов – чего ждать? И чего ждать в сфере достижений? Работа, учеба, у кого-то документы, важные встречи, ну или ваши планы. Первый знак судьбы – финансовая победа, финансового успеха карта, шестерка пентаклей. Здесь, конечно, сам по себе может быть как приход денег или подарок, или это пусть это будет касаться работы даже, да, ведь это очень добрая карта. Это добрая карта еще, когда словно удачно складываются обстоятельства. Его Величество случай. Но, безусловно, мы должны это не упустить. И, видимо, тот период, когда словно высшие силы вам помогают, мы не можем сесть и думать, что ну вот сегодня есть эта возможность, а мы так это немножко пафосно говорим, нет, вот подумаю, может быть завтра. Есть сегодня возможность, ну и завтра придет, а завтра не придет. Вот тут кое железо пока горячо и, самое главное, мои дорогие, как знак судьбы. Сейчас приходят деньги, но их нужно как-то либо распределить, либо словно вам помогают высшие силы, чтобы в последующем какой-то ваш проект вы могли продолжить, какой-то ресурс, может быть, довести до какой-то высшей октавы или осуществить свое желание.
И по этой карте держи баланс еще и в плане не только материальном, но еще и держи баланс в плане взаимоотношений, потому что 6 пентаклей – это именно как будто на одну чашу весов мы кладем 3 пентакля, да, и на другой тоже 3. И это где-то касается не только к денежной ситуации, а к умению договариваться, мои дорогие. Вот, видимо, быть дипломатом для вас – это великое благо, потому что так вам больше чего удастся сделать. Второй знак судьбы – королева пентаклей. Ну, я допускаю, все же это у нас карта персональная, карта двора. И это может быть конкретный человек, и неважно, что здесь королева, и не обязательно, что это женщина. Это просто энергетика этой карты может говорить, с одной стороны, о человеке, который ведет свой бизнес или работает сам на себя. Может быть, и помимо основной работы. Или тот, который управляет каким-то процессом. Иногда по этой карте проходят наши близкие, для кого-то это супруга, может быть. Хоть и тут уже не привязываемся к гороскопам, но если мы где-то карту переложим на знаки зодиака, то это у нас стихия Земли, Телец, Дева, Козерог. Или имеющий там асцендент человек. Не всегда, кстати, знают свой асцендент люди, но это та, которая умеет заниматься и воплощать свое творчество, свой план в реальной жизни. Где-то карта и вам предлагает вот быть более с учетом, особенно вот первой картой, то, что я сказала, тоже в этих энергиях, более продуманному. Это не значит, что мы становимся словно скупердяями, мои дорогие. Я думаю, вы правильно понимаете мой сленг, потому что ведь это та, которая умеет создать уют, та, которая для нее это важно, для королевы Пентакли, чтобы все ее любимые люди чувствовали себя максимально комфортно. Но она и о себе старается не забыть, потому что есть какой-то план, который должен быть реализован. Она надеется сама на себя всегда. И поэтому ей больше удается. Ее никто не подводит, на себя надеется, да, и уже можно обвинять только, что ты сам там что-то не просчитал. Опять же, это относится не по полу мы смотрим карту, а как к девочкам, так и к мужчинам. Хотя это может быть дела домашние, дела, связанные с домом, благоустройство дома. Или когда вообще в целом вы как бы компонуете в вашу жизнь вопросы благополучия, это тоже идут по этой карте, а у нас с вами сейчас Уран в ретро-движении и в знаке Телец. И наиболее доброе время для того, чтобы и привести как раз все к балансу. И люди в этот период будут заняты каждый сам собой. Или вот всем тем, что для него под словом благополучие понимается. Да, это и убранство дома, наведение дома порядка. Может быть, когда мы буквально выбрасываем какой-то хлам, это вообще доброе такое предзнаменование в этот период. Избавиться как и от ментального мусора, ну и так и от лишних вещей. Словно освободить, очистить пространство. И когда мы приходим в наш дом, а это то место, куда мы себя приносим в любом состоянии. И в радости, ну и в печали тоже. И наш дом принимает всегда. И, может быть, вот когда освобождаем пространство, буквально очищаем от ненужных вещей, от того, что нам уже, ну, совершенно не пригодится, или словно мозолит глаза, мои дорогие, вот прекрасное время, то мы с вами придем в свой дом, и он нас встретит как будто совершенно другим. Меняется аура. Вам это тоже где-то помогает. Вот такой знак судьбы волшебный. Третий знак судьбы. Ух ты! Ну, правда, для вас тоже ваше благополучие от начала до конца в центре внимания. И денежные вопросы, как я говорила, семья, дом, взаимоотношения. И где-то десятка кубков – это как квинтэссенция. И правда, карта радости, карта счастья, нового качества жизни. Может быть, это у кого-то в центре внимания не только вопросы семьи, но и отношения в паре. Или мы ведь все разные, у кого-то, к примеру, на повестке дня или дней стоит переезд, да? Тогда это может быть просчет ваш, да? То есть вы ищете информацию, составляете какой-то план, может быть, и материально, финансово что-то просчитываете, тоже математически, да? Я такое тоже допускаю, где что купить, продать, может быть, и так. Но посмотрите, все три карты, редко так бывает, такое доброе сочетание.
Не упустите возможность. Карта любви. Может быть, эта и карта будет говорить о том, что вы услышите какую-то добрую весть, которая вам помогает привести, знаете, внутреннее состояние к балансу. И одновременно хочется внешне творить, да, вот именно вокруг себя что-то организовать с большим плюсом и так, как вам нравится. Для вас какая-то красивая палитра событий складывается в реальной жизни. Все три карты реальные, мои дорогие. Конечно, все зависит от наших желаний. Но то, что идут к вам, хочется сказать, три возможности, три знака судьбы. Причем по всем трем картам это когда мы рады, когда нас что-то и воодушевляет, и вдохновляет, и не только на уровне эмоций, а есть к этому и материальные подтверждения. Что же желает войти в вашу жизнь? А вы пока не видите. Тут есть какие-то взаимоотношения, которые явно будут продолжены. И карта влюбленный, старший аркан нам говорит, сепарация – это только иллюзия. Конечно, эта карта может относиться и не только к сфере любви, взаимоотношений, личной жизни. Это точно так же будет говорить о том, что вам придется договариваться, быть дипломатом. Для вас, ну, в принципе, это для каждого из нас. Вот тот период, о котором я говорила еще до карт, он сам располагает к тому, чтобы так колко не воспринимать ту информацию, что мы услышим или скажут люди. Быть более таким аналитиком, непредвзятым именно. Потому что пространство словно перестраивается, хотим мы этого или нет. Уже не будет прежнего шаблона. Это как, знаете, первые какие-то шаги. Да, с одной стороны, некоторые ситуации, они пытаются завершиться. Но, тем не менее, есть еще то, чего мы действительно не видим, и то, что будет продолжено. Поэтому быть безапелляционным, таким, знаете, наотмашь, наверное, было бы не совсем правильно. Скорее всего, карта старшего аркана вам хочет даже сказать, что если ты сейчас не будешь горячиться, лев, а будешь больше именно с позиции дипломатии, вполне вероятно, пройдет какое-то время, может быть, месяц, может быть, дни, и ты себе скажешь спасибо, что ты как ну вот не разрушил, что-то не перечеркнул, а где-то либо оставил в нейтральной позиции, да, когда мы можем вернуться к какому-то делу, к какому-то разговору. Опять же, сепарация – это только иллюзия, и вы потом себя за это благодарите. Хотя точно так же я тут вижу продолжение, может быть, даже тех взаимоотношений у нас по ретро-урану к нам могут возвращаться люди из прошлого. И это люди могут быть совсем не те, кого бы мы хотели видеть в нашей жизни. Вот кого нам дали, да, пространство, Вселенная. Вот значит, зачем-то вам человек нужен. Тут ведь и информация не приходит к нам просто так. Нужно домыслить, нужно продумать, каким образом это имеет отношение ко мне. Понимаете? Не отказаться и точно так же быстро не согласиться. Постоянно, ну, где-то холодная голова, и критическое мышление. Оно должно присутствовать. Давайте узнаем на пороге, каких событий вы стоите с 10 по 20. Но вот как раз критическое мышление, оно должно быть. Это знаете как? Да и нет, не говорите, и при этом не будьте зависимы. 15-й аркан, старший аркан и карта дьявола, мои дорогие, карта зависимой ситуации. Не попадите в какую-то зависимую ситуацию. И мы в нее очень так красиво попадаем, когда мы начинаем выносить вердикты. Или когда мы, словно так, знаете, пытаемся нашу жизнь делить на черное и белое, на четкое «да» и «нет», не время. Вот все то, что я только что сказала. Может быть, вам и придется, ну, где-то вот этот нейтралитет, потому что истина еще где-то в тени. И вас могут к чему-то призывать, а вы можете на импульсе согласиться, потому что ведь всегда по этому аркану нам хочется чего-то. Конечно, это карта страсти, у кого-то страстная любовь. Почему нет? Дай бог, чтобы так оно и было. Страстное желание, но это точно так же карта будет, кстати, говорить, когда 15-й старший аркан выпадает, на пороге каких событий вы стоите. Ведь эта карта дает, ну или свидетельствует о периоде вашей жизни, когда у вас физическая активность. Или вы чувствуете, ну, большую ресурсность в плане сил.
Когда, да, вот именно физическая какая-то выносливость, вот этот момент, он всегда по 15-му аркану проигрывается. По сути, то, что есть в нашем материальном мире. И второй компонент– это деньги. Где-то нам об этом уже сказали. Но не попасть в какую-то зависимую ситуацию, да? И неважно, какая сфера жизни. Либо это личная жизнь, либо это вопросы финансов. Здесь ведь может быть, знаете, то, что мы услышим, то, что будет предложено, или то, что мы сами будем хотеть, желать, инициировать. Это тоже, знаете, с импульса. Вот именно сейчас я как будто хочу что-то получить. Так вот нам карты говорят, так не будет всегда. Вот именно сейчас такой момент. А дальше не как будто лев, бойся попасть в какую-то игру, иначе эта игра, она и продолжится, и она может перейти в опасность, а ты этого и не заметишь. 15-й аркан заставляет задуматься. Может быть, это и есть такой очень сложный выбор в вашей жизни. Возможно, он уже сложился загодя. До 10-го еще, да, и вы не можете как-то определиться. Но, значит, вам придется все-таки что-то пока сохранять, чтобы, может быть, каким-то образом вы потом себе скажете спасибо, или вам будет нужна какая-то информация, взаимодействие с конкретным человеком, потому что в той или иной степени вам это еще поможет, или вы чего-то не можете исключить. Но и попасться на чью-то удочку, а тут вас словно могут ловить, мои дорогие львы и львицы. Вот это все-таки примите во внимание. Давайте, так вот что же прояснится? Вот, наверное, критическое мышление, кстати, по этой карте идет. Критическое мышление, ну или иногда это как солнце в деве. Это, знаете, и если нас, предположим, по 15-му аркану могут куда-то приглашать, оказывать нам знаки внимания, где-то тешить наше самолюбие, нам что-то нравится, но есть всегда элемент того, что нам так хочется или расслабиться, или думать, ну вот, наконец-то, восстанавливается какой-то период, и вот теперь оно все пойдет своим чередом так, как мне этого хочется. Нет, не пойдет. Две эти карты говорят, что, ну, некоторая ловушка может быть все-таки, да. Поэтому нам и говорит проясниться благодаря критическому мышлению. И ведь это карта силы. Вот именно в этом ваша сила, мои дорогие. И лев– это прообраз нашего эго. Его так это причесывать нам рекомендует карта. Иначе, ну, мы как раз и не подметим каких-то важных деталей, которые скрыты в тени. Транслируют одно, а по факту что-то другое. Нам говорят «да», а думают «может быть». Или нам сказали «возможно», а в голове продумывают какой-то план «нет». Вот оставляйте как минимум вот именно элемент чьей-то игры. Хотя я допускаю, может быть, и ваша игра. Ну тогда тоже не заиграйтесь, потому что вот, видимо, быть более осознанным, не делать что-то на автоматизме. Но многие позиции вы можете прояснить, и, может быть, благодаря дипломатии, знаете, как сделать такую своеобразную выжимку, сделать квинтэссенцию из всего того, что происходит в вашей жизни с 10 по 20, сохранив именно то, что продолжено, должно и может быть. Потому что, по сути дела, ведь это энергетика как у мага, а маг– великий практик. Неважно, что нам говорят на словах, важно, что есть в реальной жизни. Но взаимодействие, дипломатия, договариваться придется. Личная жизнь, усталость, мои дорогие. Может быть, много контактов, кстати. Мы ведь позицию ознаменовали как взаимоотношения. Возможно, и много работы. Причем много работы может быть и по дому, и на самой работе, да, или в вашем бизнесе, в вашем личном деле. Может быть, это вас словно за несколько веревочек дергают, ну, так иносказательно, или в несколько направлений, в нескольких местах вам нужно сразу успеть. Карта говорит, успевай отдыхать. Уставшие люди делают ошибки. Вот, кстати, тоже как знак судьбы можем даже. Да, вот такой совет. Ведь любая карта нам дает совет. По 10 жезлов, как будто не включайся в те темы, куда ты можешь просто потратить силы, средства, кстати, а это не имеет какого-то значения.
Поэтому тоже правильно распределите энергию, кстати, и силы физические. Об этом говорит карта. Но ведь это десятка жезлов, это итоговая карта, это у кого-то может касаться работы. Какая-то ситуация на работе проясняется. Может быть, работа на дому у кого-то. Или когда вы словно то, чем вы занимались в течение дня, приносите это домой. Хотя я могу предположить, даже по отношениям, мы говорим все-таки личная жизнь, любовь, мои дорогие львы, может быть, есть какие-то непростые истории, непростые отношения. В них нужно разобраться. За плечами какой-то тяжелый опыт, вот именно буквально по десятке жезлов. И сейчас, как дежавю, да, какой-то человек возвращается по разным причинам. Может быть, и вы кого-то вернули. Или сложились так обстоятельства. Но не поступайте как прежде. Опять же, тогда не попадитесь в какие-то сети. Почему? Потому что если мы говорим об отношениях, если была эта проблема в отношениях, а по ретро-урану в Тельце нам как раз могут персоны возвращаться, так вот эта проблема, она никуда не исчезла. Как бы сами себе глаза не замыливайте. И будьте реалистами. У вас выгодная позиция. И, может быть, ваша выгодная позиция выгодна кому-то еще. Несмотря на все, да, на приятные эмоции, тем не менее, нам карта говорит, будь-ка ты, лев, внимательней. Успевай отдыхать, тогда словно голова более чистая и решения более взвешенные. Давайте еще одну карту. Это что? Есть какие-то страхи. Восьмерка мечей. Я так больше вижу, с учетом всего того, что мы с вами достали. Это могут быть, конечно, сомнения, но это точно так же может быть, как какая-то прежняя история со знаком минус, и вы действительно не хотите повторения, потому что вы уже где-то устали. Усталость от конкретного человека, от конкретных отношений. Тогда повязку надо с глаз снять. Ведь, понимаете, вот я сказала, не делайте что-то на автоматизме. Это не просто слова. Мы часто по привычке что-то делаем, мы даже не замечаем. Мы по привычке строим отношения, мы по привычке выстраиваем какую-то концепцию диалога даже, да, неважно с кем, может быть и с родственниками. Здесь нужно подмечать и буквально, что делают наши руки, и что произносит наш язык. Понимаете, тут вот, видимо, какой-то очень, хочется сказать, трезвый расчет, несмотря на то, что это область чувств. И тогда меньше разочарований, тогда меньше вот этих ловушек, или пусть их меньше-то может и не быть, да, но, по крайней мере, вы как будто это просчитаете. Нельзя быть в предубеждениях, мои дорогие. Может быть, и есть смысл что-то пересмотреть и чем-то воспользоваться, что-то продолжить. Но я тут вижу явно не в прежнем ключе. И добавляет карта «Рыцарь мечей», когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Это может буквально какой-то человек ворваться в вашу жизнь, пусть не для всех. Или новость, мои дорогие, об этом человеке. Причем сначала он вам эту новость не скажет. Или будьте готовы вот с учетом всех трех карт и карт дьявола. Смотрите, мои дорогие львы. Я говорила еще до карт, опять же. В районе 10-12 мы можем слышать информацию, которую нам подают как какую-то патовую. Вам могут просто врать банально, изображая из себя какого-то великого страдальца или страдалицу, мои дорогие, такое тоже допускаю, что вот я не могу никак, я не могу без тебя. Или у меня патовая ситуация, помоги мне. Может быть и финансами, кстати. А карта шестерка пентаклей – это когда в одностороннем порядке это работает. Это когда мы накапливаем энергию, ресурсы. Это мы воспользуемся вот именно финансовым каким-то потоком, приходом денег или приходом помощи какой-то, да. Но мы не даем, к примеру, деньги в долг. Мы не делаем себе что-то, знаете, как со знаком минус. Поэтому, если даже подписываете какие-то поручения, документы или соглашения, просчитывайте наперед. Тут не замечтаться тогда будет важно вот где-то.
И тут пусть это касается личной жизни, а у нас может, вот как я говорила, возвращаться человек, и может быть как пересмотр, ну, к примеру, брачного контракта или какая-то иная ситуация. И это уже хоть и жизнь личная, а документы юридические, который предполагает меру вашей ответственности. Вот здесь истина вам помогает. И когда мы не на автоматизме, не на эмоциях, а вот таким холодным рассудком и аналитикой. И вполне вероятно, вы будете вот в таком или где-то выстраивать отношения. Может быть, вам и нужно как-то так поступить даже мудро или хитро, да, но вот какая-то ситуация у вас непростая, может быть, тем не менее. Пусть это не для всех, мы все разные. У кого все хорошо, в принципе, десятка кубков нам об этом говорит, что, ну, где-то в том же ключе приятные заботы. А у кого-то не так все однозначно. Поэтому критическое мышление вам в помощь. Сфера финансов. Снова десятка кубков. По максимуму действительно приход денег, получение подарков. Или сам по себе удачный финансовый период, хотя, знаете, тут будет хотеться купить что-нибудь эдакое. Или, знаете, из разряда тех вещей, которые, может быть, и вдохновляют. Мы всегда хотели, а вверху аркан дьявол. Ты можешь, лев, купить то, что тебе не нужно, а потом ты об этом можешь пожалеть. Вот, кстати, или ты купил что-то, а потом вот не приобретайте что-то очень важное такое, или то, что за что нужно уплатить какую-то большую сумму. Может быть, это даже бытовой какой-то техники, да, но за исключением тех ситуаций, когда что-то ломается. Мы вынуждены тогда переделать. Вот с приставкой «пере» по урану ретро– это все прекрасно. А сказать, что мы сами где-то, да, начинаем какие-то такие глобальные траты на ретро-уран, ну нет. И, в принципе-то, если мы не вдаемся в подробности, я многие тут уже вещи проговорила, поэтому перекладывайте на себя. Но деньги есть деньги, будут даже в большем эквиваленте. А на ваши достижения тройка мечей, как ни странно, да, вроде тройка мечей. Мы все знаем, что это карта разочарований. Но любая тройка– это карта будущего. И может быть вот та ситуация, которая говорила, эмоциональный фон, может быть, это и касается работы. Все-таки это мы говорим о ваших планах. Но, в принципе, это точно так же документальная какая-то тема или оформление, да, какого-то вопроса, документа. Пусть это даже какая-то ситуация на работе. В целом, прежде было разочарование. Было как разбитое сердце, предательство. Или когда было вами воспринято или воспринят конкретный человек как именно надежный или надежная ситуация, а вышло все совсем наоборот. И мы себя словно собирали из щебня, и вот этот период такого глухого разочарования и сильной внутренней боли, он длился достаточно долго. Он закончился. Но теперь именно прошлый опыт, который со знаком минус, вам должен помочь строить концепцию будущего. Может быть, не замечтаться, мы об этом уже много сказали. И, видимо, этот компонент в той или иной мере для каждого из вас будет важен. Ну вот правда, наверное, на что-то глаза мы не должны закрыть. Вы, мои дорогие, замылить или через розовые очки. И неважно, что нам тут транслируют. Вот это обстановка. Мы туда не должны вернуться. Вас уже там нет, мои дорогие. Какой-то неприглядный топчан, смятая постель, разлитые чернила, все это не имеет значения. Бесконечный дождь за окном и вот эта темная какая-то мрачная комната. Словно вы уже когда-то это переживали. И вот эта аффирмация, как макет сердца, куда вы сами, именно как аффирмацию, пронзили как будто это сердце тремя мечами, поставив не одну жирную точку, а три. И когда-то вы в чем-то себе давали зарок, что нет, вот я еще раз к чему-то не вернусь. Так вот на будущее вам какая-то все-таки дежавю, правда, история может быть с 10 по 20. Пусть она даже не связана с человеком, а с конкретной ситуацией, общей. Или на работе, у кого что. Но не замечтайтесь, потому что есть риск
как будто соскользнуть с того, что вы сами себе когда-то обещали. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне искренние добрые комментарии. Хочу пригласить вас на свой сайт, подсказок, поверьте, будет еще больше. И я оставлю ссылки в описании под видео. У меня есть статья «Коридор возможностей». Или, кстати, вот по прошлой истории. Хирон в Овне. Символ израненного целителя или повторяющийся сценарий. Выход из этого сценария. Ну вот перейдите, прочитайте. И я думаю, вы для себя найдете что-то и интересное, и полезное в моих статьях. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.